Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Как карты видят энергии на эту неделю для вашего знака зодиака. Но будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы сумеете переложить свою личную историю или тот вопрос, который у вас как на злобу недели, что вы там надумали себе решить, осуществить, на метафору карт, и какую-то подсказку вы получите. Итак, первая карта, первый вопрос в нашем традиционном прогнозе. Что важно знать, по мнению карт? Или какие энергии для вас будут наиболее важны? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие тельцы? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения? Дела, работа, бизнес. Смотрим энергия. Энергия денег и личная жизнь. Итак, давайте откроем, что же важно знать. Рыцарь мечей. Вы знаете, тут какой-то, как новость вы можете получить. И кто-то, тут по-разному будет, безусловно, кто-то отправится в те или иные инстанции решать вопросы. Потому что именно на этой неделе будет сделать это или необходимо, или наиболее продуктивно. Конечно, у кого-то это может проиграться. Знаете, когда наши подросшие дети нам тоже новость приносят, заявляют о чем-то, причем, ну так, безапелляционно. Все-таки рыцарь мечей, он в выражениях даже может не стесняться. Или это как окончательное с чем-то, может быть, у него решение. Для кого-то из вас все же по этой карте проигрывается правда и ничего, кроме правды. Может быть, есть какая-то данность в вашей жизни, опять же, вопрос, тема, возможно, по работе или по вашим планам, далеко идущим. И вот вам придется взаимодействовать с какой-то информацией, обдумывать, как лучше поступить. Или искать дополнительную информацию. Мы хотим быть реалистами дважды по этой карте. Может эта карта иногда проигрываться как, знаете, такой бунтарь без причины. Иногда бывает такое, когда нам пытаются что-то доказать. Для кого-то это может быть как проверяющий, увы, или какие-то инстанции, как я уже сказала, когда нужно поехать и решить свой вопрос. Но там, значит, мы можем отчасти столкнуться, ну, с тем, что нам никто не собирается помогать. Или нам объявляют, что по закону, по какому-то регламенту нужно делать вот таким образом. А мы могли уже где-то себе распланировать, к примеру, быстрее решить какой-то вопрос. То есть есть какая-то досада вот по этой карте. Но нам как будто ничего не остается, как искать дополнительную информацию и заниматься именно тем, что может быть в рамках закона, или то, что как заставляет нас сделать какой-то регламент или правило, или может быть эта карта еще иногда может говорить, что к вам может прийти человек какой-то, смотря чем вы занимаетесь, который предлагает и обещает, кстати, золотые горы. Иногда это проигрывается. Вам может обещать что-то такое, то, что в действительности нужно сначала хорошенько подумать, существует ли это или нет. Или не будет ли это чревато для меня какими-то последствиями. И тогда для кого-то эта карта будет означать, что нужно поехать, может быть, к адвокату, к юристу, проконсультироваться. Но вот самый разный спектр по этой карте, ну, что-то мы должны знать наверняка. Если мы спросили, что важно знать, есть какая-то правда истина. Неожиданности. А вот как будто навалилось много дел, вопросов. Или, мои дорогие, не совсем, тут, конечно, это неожиданность. Это та волынка, которую мы, ну, может быть, впряглись в какое-то дело. Или в целый ряд вопросов, которые мы на себя взвалили, как вязанку из 10 жезлов, и мы тянем. Сама по себе неожиданность может быть усталость или где-то как слабость.
или когда чувствую себя, ну, не хватает у меня на все физической энергии. Вот какая-то обесточенность может быть. У кого-то это проиграется, когда к концу недели уже вы просто почувствуете, да, очень активная была я неделя, и мне необходимо отдохнуть. А у кого-то, может быть, из первых дней, может быть, понедельник уже будет достаточно турбулентным, и вам придется, ну, решать самые разные вопросы. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Колесо фортуны. Это карта, когда мы чего-то не можем отложить на потом. Но в то же время, если мы говорим про колесо фортуны, и это ведь больше именно в этой колоде, как знаете, на удача на наш порог приходит. Вот нам говорят, не надейся на какую-то удачу, надейся сам на себя. И надейся на правду, на истину, может быть, на какие-то конкретные документы, на то, как работают законы в отношении вас. И вправду лучше что-то узнать. Сам не ускоряйся, где-то вот этот момент тоже. Не пытайся все вопросы решить одним махом сразу и быстро. Все же колесо фортуны у нас, чему сейчас не время. Может быть, вы уже где-то распланировали, мои дорогие тельцы, что на этой неделе, ну, вы уже себе составили план. То тогда вполне возможно вам его придется пересматривать. Давайте откроем, а что же вам тогда помогает? Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Ну, наверное, не случайно для тельцов. Работай, у тебя все получится, буквально так. И деньги в рост. У кого-то, кстати, ситуация по деньгам, когда буквально приходится больше работать, может быть и работы, кстати, больше, или каких-то вариантов заработка, но тогда нужно держать где-то в голове, чтобы не было той работы, которую вы выполняете, но за это не будет материального вознаграждения. Именно помогает только та работа, по которой вы получите какой-то эквивалент. Или буквально деньги, или ваш адрес кто-то готов будет откликнуться и помочь вам, может быть, чем-то другим. Или проучаствовать в вашей жизни как-то по-иному. Может быть, не обязательно деньги, но взаимообмен какой-то помогает конкретно. Ну и надо сказать, у кого-то банально проиграется, вот работы очень много, причем работа, которую нужно сделать вовремя, четко, ясно. Может быть, это касается документов, все же тельцы разные смотрят. У кого-то это и ремесла касается, но тоже нужно какой-то проект закончить. И вы видите, что прекрасное время, когда, ну, как деньги идут на подъем. Когда нам ведь профессионал показан, который буквально создает эти пентакли. И карта подразумевает смысл, что мы увеличиваем собственный профессионализм и одновременно увеличивается наш доход. Вот это то, что вам такие энергии помогают. Давайте мы узнаем, что же скрыто. Я не могу сказать, что тут что-то скрыто. Карта может отчасти говорить, что... И вы где-то это, кстати, можете ощущать. Вот как кубок нам рука предлагает, а молодой человек, он читает книгу, он где-то в своих мыслях. Так вот, вы можете где-то предполагать или ожидать какого-либо известия. Я не могу сказать, что на этой неделе оно придет. Может быть, такое будет к концу недели. Но ведь это в позиции скрыто. Где-то могут двигаться сроки. Или какое-то, ну, как предложение вы ждете, к примеру, да. Если вы ищете работу и вы разослали резюме, и тоже ждете, а отклика все нет, что скрыто, то тогда это может свидетельствовать, что кто-то, если этих резюме было много, может откликнуться, какой-то работодатель. Но опять же, не в какой-то короткий период. А может быть, у вас как раз стоит необходимость о том, что я не могу больше ждать. Мне нужно уже работать, зарабатывать деньги. Вот и так тоже может быть. Но на всякий случай быть готовым к тому, что это не значит, что мы надеемся, да, вот на, как я сказала, на авось. Или что нам кто-то что-то предложит. Нет. Все-таки сами какие-то шаги предпринимаем. Но исключить, что какие-то приятности могут быть, мои дорогие тельцы, я тоже не могу. Все же нам рука преподносит кубок. Это есть какой-то момент нашего-то состояния где-то ближе к апатии. Мы уже перестали ждать. Так и человек сидит, он не ожидает увидеть этот кубок или какое-то предложение. Ну вот неожиданность какая-то такая может быть.
тем или иным путем. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Вообще ваша карта, король Пентаклей. Доверяйте тому, что отчасти с позиции проверенных средств или проверенных способов, где-то консерватизма, когда себе не в ущерб, когда я работаю и знаю, что у меня сегодняшний день, как бы он у меня благополучен, и он у меня стабилен. И я эту стабильность строю на завтрашний день тоже. Вы в своих энергиях. Может быть, действительно у кого-то от того, что многозадачность просто какая-то, будет усталость, мои дорогие тельцы. Но вообще, в принципе, все, что задумал телец, вы осуществите. И если нужно какой-то финансовый вопрос закрывать, то вы его тоже где-то постепенно закроете. И если мы говорим по финансам, деньги, 20-й старший аркан, то действительно могут, это ведь страшный суд, вы можете получить какие-то деньги, к примеру, которые вы ждали длительное время. Тот гонорар, который длительное время задерживался. Или те деньги, которые приходят с опозданием. По страшному суду здесь, как пространство, вам может действительно вернуть какой-то вопрос на доработку с учетом того, что у нас ретро Сатурн в рыбах. И да, нам может вернуться какое-то дело. Или это вы сами можете где-то, тот, к примеру, мои дорогие тельцы, проект, который вы когда-то планировали, может быть, мечтали, но приступили вы к его осуществлению совсем недавно. И вы увидите, что да, а на этом я могу заработать деньги. Тут в любом случае, понимаете, есть какая-то зависимость, с одной стороны, от того, что вы уже начали, от того, что вы делаете, в чем вы профессионал. И как будто пространство вам помогает, все же это ведь на деньги, 20-й старший аркан, для себя какую-то новую траекторию заложить именно финансовую. Хотя у кого-то это может быть как вопросы наследства. И я этого тоже не могу исключать. Давайте мы посмотрим. Деньги-то есть, деньги будут, нам обе карты уже сказали. В личной жизни какой-то праздник. Может быть, как подарки, кстати, по части личной жизни. Или какие-то добрые известия. Может быть, известия добрые, а к этим добрым известиям нужно приложить еще какой-то рационализм. Все же у нас рыцарь мечей выпадает первой картой. И это важно знать. Для того, чтобы осуществить или продолжить праздник, придется учитывать какие-то реалии или, может быть, какие-то законы, мои дорогие. Как будто тельцу придется что-то узнавать, чтобы этот праздник, если не состоялся, то, скорее всего, продолжился. Или чтобы какой-то финансовый вопрос ваш решился. Где-то есть определенные радостные моменты по части личной жизни, и здесь у каждого по-своему. Какие-то добрые, светлые энергии входят на этой неделе в вашу жизнь. Но есть и то все же, когда вам придется вот так вот скрупулезно, как и выполнять работу, так, может быть, и ходить по чиновникам и что-то оформлять. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.